Добрый день, господа. Ну или не день, и даже не добрый. Может там вечер или утро. Ну неважно, короче. Сейчас у нас на повестке игрушки, подарки, как и где их лучше фармить. Какие вообще способы существуют и как на этом поднимать десятки миллионов в день. Скажу сразу, что существует два основных способа фарма подарков. Либо лутать с мебели, либо со спотов. В прошлом году на каком-то Янове было очень выгодно фармить подарки с вот этих всех шкафов. А со спотов наоборот похуже. Сейчас же ситуация ровно наоборот. Со спотов и прикопов лутается дофига, а с мебели мало. В общем, если ты хочешь относительно безопасно полутаться на мебели, то иди на приток или шахты. Но сейчас этот способ не особо актуален, так что переходим к более интересному. Прежде скажу, что игрушки лучше всего брать на елку, понятное дело, красного качества и одного вида. Там артефактные или сталкерские. И лучше их не миксовать. Так в итоге будет меньше очков. Так, с этим разобрались, пора и пофармить. Конечно, безусловно, лидером по локации будет кузня. Но не все туда пойдут. Не все любят кузню и не все будут там фармить. Поэтому рассмотрим сегодня разные альтернативные варианты и посмотрим, что нам могут предложить другие локации. Я еще хочу сказать, что сейчас лучше не открывать подарки, а продавать, так как у них хорошая цена. Недельку их где-то продавать пока, а потом уже открывать, пока цена будет постепенно падать. Так, ладно, по традиции начинаем с юга. Здесь я просто вот выделю эти три локации и скажу, что они самые лучшие, за исключением свалки. Там хоть и падает больше, но сейчас свалка это Вьетнам, так что не рекомендую там фармить. Так, и почему же Темная долина и агрокомплекс лучшие локации юга? Все просто, там падает больше всего подарков, и там безопасно. Вдобавку тут еще можно неплохо опыта вкачать. Вот фармлю я 20 минут, и у меня вышло 20 огромных подарков, 26 больших, 103 обычных и 135 малых. Это, я считаю, очень неплохо. Ни одна другая локация юга не покажет тебе таких результатов. То есть за час тут можно делать 60 огромных подарков, 80 больших, 309 обычных и 400 малых. Это так, плюс-минус в среднем. Если перевести это в деньги по текущему курсу, то когда я готовлю ролик, это будет около 7,5 миллионов в час. Это просто безумные цифры. А если фармить в день по 10 часов, то это выйдет около 70 миллионов валюты в день. Так как сейчас расценки на подарки 15 тысяч за огромный, 8,5 тысяч за большой, 7,5 тысяч за обычный и 9 тысяч за маленький. Учтите еще то, что все это почти на безопасной локации. Так что пока не понерфили, пользуйтесь. Ведь в сравнении с другими локациями, как, к примеру, могильник, здесь больше. Вот сколько мне выпало с могильника. Совсем крохи за час вышли. 12 огромных, 78 больших, 156 обычных и 114 малых. Это еще при условии, что в могильнике споты очень компактно расположены, и их очень много. Так что да, если фармить юг, то только Темную долину и агрокомплекс. Безусловно, тут есть конкуренция, и теперь будет еще больше, так что учтите это. И от моих значений отнимайте около 30% примерно. Тут все зависит только от масштаба конкуренции. А теперь переходим к моему любимому северу. Начинать с кузни как-то не хочется, она будет на сладкое. Начну, пожалуй, с отражения. Здесь очень эффективным способом будет комбинировать фарм установок и фарм прикопов, ибо уж очень сочно тут сыпет за прикопы. Просто сами посмотрите. Почти каждый прикоп это огромный подарок. Так что даже это хорошая локация для фарма подарков. Да и к тому же ты еще и гамму фармишь, а это тоже плюс деньги. За час тут можно залутать 120 сочных огромных подарков и 96 больших. Ну, если честно, я думал будет получше. Но что есть, то есть. В деньгах это примерно будет 3 ляма. Ну, плюс тут еще 1800 за гамму и выносы. И будет почти 4 ляма в час. Поменьше, чем на юге, оказывается. Да и намного опасней. Так, ладно, не отходя далеко, давайте посмотрим на приток. Тут существует 3 способа фарма. Фармить споты рядом с аванпостами, за них тоже хорошо сыпет, но это более опасно. Также тут можно фармить прикопы. Я рекомендую комбинировать прикопы с чем-то другим. И есть еще вариант мирно челово фармить кабанов. За 10 минут на кабанах у меня получилось 8 огромных и 22 больших, плюс 15 обычных, и плюс почти 1,5 уровня БП. Так что за час таким темпом вышло бы 48 огромных, 132 больших, 90 обычных и около 10 уровней БП. А это, я напомню, просто чил-зона. Фармишь себе кабанчиков и не нужно идти на ванпосты или на вражескую территорию. Таким образом получится чуть менее 3 лямов в час на кабанах. В день 30 лямов я считаю неплохим результатом. Тут вот такая фишка. Можно фармить безопаснее, но меньше, а можно подвергать себе риску и фармить больше. Тут уже кому как лучше. Но это тоже стоит учитывать. Так, ладно, теперь ее величество кузня.
что по ней. А тут все интересно. С каждого спота здесь очень жирно падает. А если брать идеальные условия, то есть, к примеру, АФК сервера, где никто тебе не будет мешать, то можно делать 720 огромных подарков и примерно такое же количество больших. Но чуть меньше, где-то 650. Да и плюс еще порядка 25-30 уровней БП можно сделать. А по деньгам это будет 15 лямов, если продавать подарки. Что безумие за час игры. В день за 10 часов получится 150 лямов. Я думаю, это понерфят, так что качайтесь, пока есть время. Да, это, конечно, результаты при идеальных условиях, а как все мы знаем, на кузне есть большая конкуренция. Да, в принципе, на каждой локации большая конкуренция, но тут поопаснее будет. Я бы сделал раскид от 150 огромных подарков и 120 больших в час, до тех значений, что я писал выше. Тут все зависит от того, что за сервер вам попадется. Будет ли 10 людей на один спот, по 5 или же по 2 человека. Тут на этой локации очень зависит фактор удачного сервера. На этом с основой разобрались. Ах, да, еще же есть Затон и Лиманск. Но тут я не могу их поставить выше кузни. Да, падает там тоже солидно со спотов, но сами локации сложнее, чем кузня. Если кузню спокойно можно фармить в соло, то с Затоном и Лимой будут уже проблемки. Конечно, если вы в пачке, то можно пойти туда, базару нет. Но лично для меня, как для соло игрока, фаворитом будет кузня, если север, и темная долина, если юг. Так что вот так вот, друзья. А, чуть не забыл. На кузне еще прикопы очень жирные, и их много, так что смотрите. Я всегда с собой ношу ножку. Подведя итог, думаю, вы поняли, какие локации сейчас стоит фармить. Кузня и темная долина с агрокомплексом будут лучшими вариантами. В первую неделю до числа так 20-го, я думаю, будет смысл продавать подарки, ведь чем дальше, тем они становятся дешевле. Буквально чуть ли не каждый час. Так что всем успешного фарма, а я тоже пошел качаться.